Самый часто задаваемый мне вопрос – это вопрос о масках. Вообще помогают маски от коронавируса, вообще от чего они помогают? И скажу, что вообще это не средство защиты. Маска – это чисто гигиеническая вещь. И вы можете посмотреть огромное количество материала там в Ютубе, еще на каких-то там сайтах сторонних, о том, что маски не подвергаются специальной сертификации. То есть вот те обычные маски, которые мы с вами вот сейчас видим, повседневные, одноразовые, они не сертифицируются никак. И вы внешне никаким образом ее не можете отличить, там, какое количество слоев там использовано. Попробуйте как-нибудь разрезать ее. Исторически эти маски использовались первоначально у хирургов. То есть хирург одевал на лицо маску, и когда он смотрел в рану, делая какие-то манипуляции, из раны, ну, может быть, там какая-то струйка крови, там, или что-то там брызнуло, какое-то содержимое желудка, там, или кишечника, то маска защищала лицо хирурга. В то же время, когда доктор дышал, и никаким образом никакие микроорганизмы не попадали в рану. Коронавирус просто в десятки раз, в сотни раз мельче, чем поры, которые есть вот в этих масках. Поэтому ношение этой маски не позволяет вас защититься от коронавируса. Да. Так как это воздушно-капельная инфекция, то есть она передается через капли и через вот именно вот эти в большей степени, то есть он не летает по воздуху, вот прям раз и полетел, да, больше это все-таки капельная среда. Маска защищает от вот этих капельной фракции, то есть от этой капельки. Масочное ношение, она позволяет именно убрать вот эти брызги, которые у нас все время идут при разговоре, да, при потирании носа. Вот эти вот прижимные дуги, которые делаются на носу, они выполняются из проволоки, и люди просто-напросто не носят таким образом, чтобы прям плотно-плотно прилегала эта маска, да, то есть у нас вот здесь около ушей огромные дыры, у нас не всегда мы ее прям натягиваем на нос, как положено, да, поэтому, ну, относительная польза в этой маске, ну, больше, наверное, для собственного успокоения, да. Ну, однако что, вот существуют еще некоторые масочки, которые имеют дополнительные защитные слои, они классифицируются, и вот как раз, если говорить вот о сертифицированных вот этих средствах индивидуальной защиты, то да, там есть более, так скажем, ну, более совершенные, более защитные. Но обратно, я вот у вас хочу заверить, что ну, насколько нужно тратить на это деньги и покупать ту маску, которую надо. Да, там есть клапанным выдохом, когда вы делаете выдох, да, и воздух выходит, но когда вы делаете вдох в себя, то к вам не поступает это количество вот этих, все-таки это бактерий в большей степени. Поверьте, вирусы, они микроскопические. Вы никогда маской, а обычной маской, бытовой, там, даже пусть она с хорошим прилеганием, вы не защититесь. Если вы все-таки сами себе изготавливаете маску, то в идеале это 8-слойная марлевая маска. Да? То есть исторически это брали 8 слоев марли, их сшивали, там делали заушники, и люди носили их. Вот иногда спрашивают меня, имеет ли значение, какой стороной носить маску. Вот, ну, скажу, что мы разрезали разные ножницами, резали разные маски, и такие, и сякие. Вот там фильтрующий слой, который вкладывается между обычными слоями, он ну, самый простейший, поэтому без разницы, синей стороной вы кладете белый, розовый, черный. Это все сейчас превратилось вот в большей степени в дизайнерское решение, и никакого не несет за собой... Никакой смысла вообще в этом нету. Влияет ли цвет маски на ее фильтрующие свойства? Скажу, что цвет это просто пигмент. Черные маски никакого ни угля древесного, никаких там специальных адсорбентов не содержат. То есть это такие же обычные маски, просто это тонер, который добавляется при их изготовлении. Вот когда я была ребенком, нас учили закрывать нос, когда чихаешь или кашляешь. То есть мы закрываем вот так, да, и чихаем. То есть у нас потом на ладошках остаются вот эти капли наши, вот сопли, наша слюна,
как раз вот здесь вот и работает вот эта передача потом, да, есть один из путей контактно-бытовой, то есть когда мы потом на ладонях взялись за ручку или там пожали руку нашему другу. У меня ребенок ходит сейчас в детский сад, их учат чихать и кашлять в сгиб локтя, то есть они вот так делают. Это более правильный вариант, то есть он позволяет не испачкать ладоши, да, для того, чтобы, ну, там и вирус, да, там, ну, какое-то время там он побыл на сгибе локтя, и все это закончилось. И очень достаточно часто меня спрашивают о прививках к коронавирусу. Сейчас, конечно, будет очень много спекуляций о том, что из-за прививки мы смогли победить этот коронавирус. Ребят, да мы его смогли победить, потому что уже образовалась вот эта иммунная прослойка, и большинство людей уже переболело. Тем, кому положено было умереть, они уже умерли. Те, которым положено было заболеть, и они были восприимчивы к этому вирусу, они уже переболели. Да, те, которые были, ну, так, более устойчивые, они переболели, но в легкой форме. То есть в обществе уже есть вот эта эпидпрослойка. Я созваниваюсь со своими коллегами из других городов. То, что я вижу, вот происходит у нас здесь, в Краснодарском крае. Я созванивалась с коллегами из других государств. С каждым днем все больше выздоровевших людей и все меньше и меньше становится заболевших. Мое личное отношение к маскам, да, во-первых, ну, наверное, для более позитивного, так скажем, восприятия действительности, да, и защиты своего внутреннего мира, наверное, маска нужна. Все-таки она ограничивает вот эту слюное, вот это брызганье, как, в принципе, социальная вот эта дистанция подальше друг от друга, это действительно действенные меры. Вот. Второе, тратить какие-то не специальные средства, деньги на это, ну, вообще не вижу смысла. Ну, единственное, что если вы хотите сами как-то украсить свое лицо или спрятаться за ней, потому что скажу, что, конечно, вот эти вот стразы, которые одевают на лицо, какие-то розовые, черные, они позволяют психологически человеку ощущать более комфортно, да, в среде. И психологически человек ощущает себя именно защищенным. А ничто так не убивает наш иммунитет, как негатив. То есть плохие мысли, там, боязнь заражения. И поэтому, если вам маска по душе, если вам она нравится, ну и носите ее, пожалуйста, с удовольствием. Да, единственное, вот это не надо, вот этот бред спускать вот так вот на нос, да, то есть дышать носом, то есть в этом становится бесполезность ее использования. Если у вас многоразовая маска, то, ну, старайтесь ее все-таки стирать, да, и проглаживать утюгом после стирки. Если одноразовая, то, ну, считайте, что, ну, в идеале, конечно, 3-4 часа ее надо менять. По некоторым рекомендациям и 2 часа надо менять. И, кстати, ты собираешься делать эту прививку или считаешь это полным бредом? Напиши мне в комментариях там внизу. А следующее видео я как раз сниму о всех плюсах и всех минусах этой прививки, и вообще стоит ее делать или не стоит. Поэтому подписывайтесь, ставьте себе колокольчик, уведомления о новых видео. И всем здоровья. Пока.